The downtown Los Angeles flight departs in 10 minutes.响了10秒的电话没有接，只需要在烟火下闭上眼，让周围霓虹灯光退后些，星空下才能看清你的脸，像将要坠地的玻璃就被磨练着分钟里漂浮。我渴求能够回到从前，但这边的广场死死咬住，就像变了机会和你漫在我小屋子里，这若干年过去了，我是否还能做我自己 ？I got lost in the street and I'm living it, or maybe I should just quit overthinking. 无意识看了看我的右手。那落叶掠过了我的袖口，没来得及收藏着天后，我目光怎么又被偷走 ？You should really stop thinking about it, stop thinking about it, stop thinking about it. Why your mind overclouded？ 脱离现实的梦境化为气泡，失重的我需要怎样才能自保 ？So stop thinking about it, stop thinking about it, stop thinking about it. Why your mind overclouded？在这时间的缝隙停止思考，我明白多少烦恼都是庸人自扰。Stop thinking about it, stop thinking about it, stop thinking about it. Why your mind overclouded? Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Оля, и вы попали ко мне на канал. Сегодня мы с вами прилетели в новый штат, Лос-Анджелес, проекта GTA 5 RP Majestic. Начинаем с вами путь новичка, придется нелегко, но мы сможем. А если ты хочешь начать путь вместе со мной, заходи на сервер по ссылке в описании. Вводи мой промокод Орли, который даст тебе платину VIP статус и денежные средства, которые помогут в начале. Ну что ж, начинаем свой путь новичка с квестов новичков, подходим к боту Джангли, спрашиваем, как начать игру и начальные задания. Будем с вами постепенно открывать. Буду вам показывать некоторые задания. Первое задание меня отправляет открыть банковский счет. Ну что ж, поедем. Для начала нам понадобится выбрать транспорт. Конечно, мы арендовываем самый дешевый и отправляемся в банк. Интересно, а всех новичков так сопровождают? Меня лично так довезли до банка. Личное сопровождение. 10 из 10 ставлю оценочку. Ну что ж, до банка мы уже с вами доехали. Сейчас будем разбираться в механике банка. Подходим, нажимаю на Ешечку, говорить и открыть счет. Как я прочитала, то, что за обслуживание карты нужно будет платить 1500 в месяц, это неожиданно, потому что в другом штате счет был бесплатный. Здесь нужно придумать пин-кодик для своей банковской карты. И все, мы с вами успешно владеем банковской картой. Тем я услышала звонок в телефоне, ребят. Когда отвечаешь на такие звонки, то тебе дают денежки. А для новичков это самое то. Я получила $3500, просто так, ответив на телефонный звонок. Я думаю, то, что наш путь начался довольно-таки успешно. Некоторые задания я успела уже повыполнять, и как видите, меня отправили в шахту добывать камень. Поначалу мне было непонятна эта механика, что нужно делать, как его добывать. Я думала бегать от метки до метки, и тем самым у меня как-то появятся камушки. А в итоге оказалось нужно то, что на вот этой простыне, когда показывается камушек, нужно нажимать на золотые жилы, и тем самым камень будет собираться. В шахте я провела минут 20, мне нужно было заработать денежки и вернуться обратно к проводнику, чтобы получить следующее задание. Ну что ж, задание меня уже отправили в клуб, где нужно было выпить коньяк и потанцевать на танцполе. Нажимаем с вами эмоцию, танец. И тут же я теряю сознание и появляюсь под каким-то мостом, без низа. В трусах щеголяю. Штаны у нас находятся в инвентаре, надеваем. А то еще полиция проедет мимо, как бы в тюрьму не хочется попасть. Бежим с вами до следующего персонажа, который будет давать задание. И знаете то, что я заметила? Когда мы бежим, мы быстро устаем. Нужно прокачивать выносливость. Также мы можем падать в прыжке. Все сделано под реальную жизнь. Это было неожиданно. Подбегаем с вами к Билли Брукс. Он нам дает задание найти собаку.
Отправляемся с вами в точку, отмеченную на карте, чтобы найти верного друга. Ну что ж, собачку я нашла довольно-таки легко. Нужно сообщить об этом Билли и вернуться обратно. А теперь Билли нас отправляет в барбершоп. Будем с вами менять внешность. Внешность я поменяла, постаралась сделать похожую, как в другом штате, но где-то есть недочеты из-за того, что здесь мало выбора. По следующему заданию нас отправляют в тату-салон. Я думаю, что тату я себе наносить не буду, поэтому просто заглядываем и выходим быстренько. Я вернулась обратно к Билли, выполняла задание, получила машину. Зато своя, ребят. Отправила нас на ферму добывать апельсины. Нужно было добыть 25 апельсинов. Я думала, что это займет минут 30, но на самом деле заняло минут 5. Механика здесь сбора апельсинов довольно-таки простая. Здесь можно просто сидеть часами напролет, прокачивать навык, зарабатывать денежки. А здесь моя первая смерть. Никто меня не предупредил, что если ты не пьешь и не кушаешь еду, то ты умрешь. Полежала так немного, потом ко мне приехал медик и минут 5 соображал, как меня поднять. Но он справился с этой задачей, и спасибо ему большое. А следующее задание нужно было отправляться на рыбалку, где нужно было поймать 5 рыб. Я не думала, что механика здесь такая тяжелая. Я пересмотрела все гайды, которые только было возможно, и я все равно не понимала эту механику. В общем, если вы тоже новичок, как и я, расскажу. Закидываем удочку, нажимаем на Е, чтобы начать рыбачить. Когда экран начинает трястись, появляется звук колокольчика, нажимаем на пробел, значит рыба уже поймалась на крючок. Видим что рыба направляется в направлении в левой стороне, к примеру, значит мы тянем в правую. А если в правую сторону рыбка плывет, то тянем в левую. Управление на клавише А и Д, то есть лево это А право это Д. Когда рыба плывет налево, нажимаем на Д. Когда рыба плывет направо, нажимаем на кнопки, удерживаем, не тыкаем на них миллион раз. Просто нужно нажать один раз на кнопочку и удерживаем. До тех пор, пока рыбка не выловится и не попадет к нам в инвентарь. Ну что же, ребят, последнее задание пути новичка — это вступить во фракцию. Здесь я уже нашла человека, который помог мне с некоторыми заданиями, рассказывал мне механику и помог найти фракцию. Мы с ним объездили все черепа, но нигде не было людей. И тут сидит человек в машине, мы замечаем что он принадлежит фракции, попросили меня пригласить в нее, чтобы я могла выполнить задание. И на этом путь новичка заканчивается. А можешь инвайтнуть для квеста новичка или нет? Выполнение заданий от пути новичка у меня заняло приблизительно часов 5-6. Здесь мне помогли разобраться в механике, показали работы. Также давали кейсы бесплатные за выполнение заданий, которых я крутила и получала деньги. С 2 кейсов мне выпало 100 тысяч. С механикой я по большей части разобралась. Но теперь наступает новая глава, где нужно фармить. А новая глава-то началась довольно-таки быстро. Еду я делать задание. А задание было ежедневное, где нужно было завершить 10 рейсов дальнобойщика. Поехала я по левой стороне города, где обычно не происходит никаких ограблений, не ездят никакие либо семьи, фракции и так далее. Но здесь я ошиблась. Меня остановили, сказали выходить из машины, поднять руки. Я не знала, где мне руки поднимать, я начала спрашивать, меня угрожали убить, но с этим мы быстро разобрались. Думала, меня сейчас ограбят и отпустят. Но какое мое было удивление, когда мне завязали руки, посадили в машину и даже не ограбили. К сожалению, звук у меня не записался, поэтому мне приходится озвучивать сейчас на стороне. Суть была такая. Я не знала, что происходит, мне было очень интересно. Церик, ручки поднимаем? Поднимаем ручки 3 секунды. Раз. Куда они всех связывают? Остановочку делаем, сэр. Сэр, остановочку делаем к обочине. Ну, шутите, блин. Давай на обочину пойдем. Местная банда, судя по цвету машины и их одежде. Он еще бедная девчонка. Ой.
Прости, а за этот ивент деньги дают? Или мероприятие, за это мероприятие денег дадут? Мужчина, подскажите, пожалуйста, за это мероприятие деньги дадут? Ничего тебе не дадут. Алло, гражданка, вы здесь? А покушать, а попить что-то будет вообще? Да. Вы голодны? Когда у нас завтрак? Я тебе кое-что предложу там. Кофе-брейк. Вон, Прости, что насчет ОБ, да? Уже ужин. Просто молча. Если проголодаетесь, попроситесь, мы вам дадим. Я хочу жрать. Я хочу жрать. Накормим. Всем похуй. Кто это сказал? Это та игра, кто быстрее доведет? Давай, опережай. Go. Большие гонки. Давай, большая лошадь. Гони. Главное, он бежит, а ты шагаешь. Сейчас остановишься, такая... Сделай. Какие нахуй полчасика? Вы Ебать чё? веселуха. Полчаса? Так, достал веревку, привязал гражданку напротив балки. И что тут делать? Просто видом будем любоваться стоять? Это типа и все? Давайте поплаваем. Да, блядь, у нас не получится поплавать. Скажи, какое-то мероприятие душное, блядь. Простояла я с ребятами, смотря на красивый вид моря, минут 5. Знаете, меня никто не предупредил, то, что разговаривать нельзя. Я старалась поддерживать вместе с девушкой, которая со мной стояла рядом, какую-то веселую атмосферу. А то реально так стоишь, ничего не делаешь, никто не разговаривает, душно и скучно. Но кто ж знал то, что разговаривать нельзя? И, видимо, кто-то пожаловался админом на это. И тут я умираю и оказываюсь в Демаркане. Замечательный первый день в штате. Мне очень нравится. Демарган здесь оказался нелегким испытанием. Мне дали 35 минут. Я думала, ну сейчас быстро время пройдет, отлично, буду выполнять параллельно задания и срок сократится быстрее. Но в итоге в Демаргане я отсидела больше 2 часов. У меня не засчитывало задание. Вы понимаете эту безысходность? Из заданий я поняла, то, что нужно мыть туалеты, мыть полы, либо приготовить на кухне, либо собирать мусор. Но как я ни пыталась, сколько попыток у меня не было, я нигде не могла найти последний туалет, чтобы его помыть. И это заняло у меня больше 1,5 часов, чтобы понять, что можно приблизить карту и бегать, искать нужный туалет. Урок получен, урок освоен. Механика Демаркана тяжелая здесь. Ты подбегаешь к боту, чтобы взять задание, а тебе просто ставят на миникарте отметки, и ты по этим отметкам бегаешь и должен как-то понять самостоятельно, что тебе нужно делать, что от тебя требуется. Для новичков, собственно, здесь ничего не расписано. И это очень грустно. Надеюсь, что администрация добавит такую возможность, что бот тебе рассказывает, что именно от тебя потребуется. К примеру, помыть туалеты, помыть полы, приготовить поесть. А то реально вообще непонятно. Первый день в штате подходит к концу. Выходим мы с вами из тюрьмы, оказываемся на свободе и радуемся жизни. А на этом моменте видео заканчивается. Хочу сказать спасибо большое за просмотр. Дальше больше. Вводите мой промокод Орли. Начинайте путь вместе со мной на сервере Лос-Анджелес. Я буду вас ждать. Хорошего вам дня или вечера. До новых встреч. Пока-пока.